Я пришел к выводу, что обзоры на технику необходимо делать через какое-то время, чтобы понятно было, как техника работает, как справляется с нагрузками с течением времени. Пару лет назад я делал обзор на кофеварку Vitek VT1514BK. Кому интересно, могут перейти по ссылке в описании. И вот не так давно в ней сломался капучинатор. Вообще не работает, не гудит и не дует. Чтобы не мучиться с ремонтом, я приобрел капучинатор от фирмы Kidford KT774. Гнездо подключения закрыто резиновой заглушкой. Шнур питания очень толстый и жесткий. Если неаккуратно поставить капучинатор, то шнур может его за собой утянуть. Шнур короткий. Вот так выглядит насадка для вспенивания. Итак, приступим к приготовлению пены. Для этих целей я взял молоко достаточно высокой жирности. Внутри капучинатора имеется несколько делений. Для получения пенки необходимое минимальное количество молока – это 100 мл. Это первая отметка. Наливаю молока по первую метку. Максимальная 250 мл – это вторая отметка. Есть еще одна отметка возле самого верха. Это 500 мл. Она служит для уровня при приготовлении какао. Накрываю крышкой и иду готовить кофе. Вот, кстати, эта кофеварка, в которой перестал работать капучинатор. Быстренько готовим свежий кофе. Я использую стандартную порцию, пользуясь мерной ложечкой. Тем временем кофеварка прогрелась, нагрела стакан и можно ее запускать. Запуск капучинатора и переключение режимов осуществляется одной кнопкой, которая расположена внизу со значком включения. Первый режим. На первом режиме работы получается воздушная пенка с нагревом. Второй режим – это плотная пенка с нагревом. Третий режим – смешивание с нагревом. Четвертый – вспенивание без нагрева. И последний режим для приготовления горячего какао. Для запуска и переключения режимов нажимаем кнопку включения. Выбираем первый режим. Через несколько секунд капучинатор запускается. Вот видно, что идет нагрев. Стекло немножко запотело. Прошло 3 минуты, прибор сам выключается. Пенка готова. Если вы хотите уменьшить время приготовления, то можно нажать на кнопку включения один раз. Смотрим и оцениваем результат. Пенка достаточно плотная и воздушная. Сразу же заливаем ее в наш кофе. Вначале заливается молоко, которое осталось внизу, ну и сверху красивенькая воздушная пенка. Вот так это выглядит аппетитно. Для сравнения сейчас опробую второй режим приготовления, где пена должна быть менее воздушной. Наливаю молоко, запускаю капучинатор. Тем временем готовится кофе. Капучинатор рассчитан на приготовление молока с исходной температурой 5-10 градусов. Чем теплее молоко, тем хуже оно взбивается.
Я думаю, что вы видите, что пена довольно скудная и ее очень мало. Для приготовления какао заливаю молока 250 мл. На это количество молока кладу 1 ложку какао и пару ложек сахара. Кстати, важно помнить, что какао очень калорийный напиток, который может привести к набору лишнего веса. В чашке какао с молоком и сахаром содержится от 300 до 600 килокалорий. Зависит от жирности молока и количества сахара. Пить какао лучше в первой половине дня. Напиток оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может негативно влиять на сон. Выбираю последний режим. Через несколько секунд процесс запускается. Видно, что перемешивание идет не очень интенсивно. И небольшие комочки кофе пока плавают сверху. Посмотрим, что произойдет со временем. Через 3 минуты наше какао готово. Пахнет очень вкусно. Идет красивый пар из капучинатора. Заливаю в стакан. Видно, что на дне осталось немного неперемешанного или плохо перемешанного какао. Если будете пользоваться капучинатором для приготовления какао, не забывайте, что вначале следует заливать молоко, а затем засыпать какао. Это следует делать для лучшего перемешивания. Пробуем молоко с другой жирностью. Вновь наливаю минимальную порцию молока и запускаю капучинатор на первом режиме. Перемешивание идет очень интенсивно. Тем временем уже готово несколько порций кофе. Пена суперская, шелковистая, мягкая, из огромного количества микропузырьков. Кофе выглядит просто восхитительно. Подписывайтесь на канал. Для капучинатора рекомендуется использовать молоко с жирностью от 1,5 до 3%. Определяющим фактором является не жирность молока, а содержание белка. Желательно от 3% и выше. В моем эксперименте молоко оказалось с количеством белка 1,5% в обоих случаях. Таким образом, жирность молока на пенку не влияет, а больше на вкус. Так получилось, что после монтажа ролика капучинатор вышел из строя. У него перестал работать нагрев и перестал отключаться таймер. Таким образом, капучинатор превратился просто в перемешиватель. Если хотите надежную технику, то стоит присмотреться к другим моделям.